Вот. Итак, мы прибыли. Знакомьтесь, это Антон. Меня зовут Антон Шостак, у меня в мастерской. У меня приехала тут группа поддержки. Заходите, посмотрим. Так, ну сразу, чтобы не отдаляться, тут у нас первая мастерская грязная. Здесь должны все стоять гриндеры. Все, что производит абразивную пыль, вся грязь будет здесь. Пока она временно разобрана, не помещается, буду все переделывать, стеллажи сделаю нормальные столы. Гриндеры сделаю отдельно стоящими, не закрепленные на одной станине, а сделаны каждый на своем передвижном столике, скажем так. Ну там сейчас посмотрим на том гриндере. Это один из рабочих гриндеров, тоже будет полностью переделываться, он уже свое отслужил, все разбито, все, что можно было разбить, все ролики, все подшипники. Ну, скажем так, уже дорабатывают последние свои минуты. Вот. Дисковый гриндер тоже один из основных рабочих инструментов. Плоскости все делаются здесь первоначально, потом все притирается на стекле. Пескоструйная машина, опять-таки, в перманентно рабочем состоянии, все разобрал, все работает. Пылесос подключил, компрессор подключил. Примитивнейший бафер, один из двух. Вот здесь у нас пока по состоянию ремонта в этой комнате сюда перетащили пока печку, муфель. Здесь же склад всего остального, стабилизатор, ну и система отопления. Пока термичка происходит здесь, будет происходить в большой мастерской. Теперь передвигаемся уже в основную рабочую часть. Здесь... Вот, Антон, расскажи людям, что вот это. Это жидкий азот. Жидкий азот, вся термичка, которую я делаю, она идет только с жидким азотом. То есть правильное крио. Это правильное крио, да, минус 198. Это температура там, где происходит формирование правильного зерна. Сухой лед не дает тех результатов, которые дает жидкий азот. Уже проверено на себе. Вот, заходим сюда, здесь у нас оборудование, которое необходимо для распила древоматериалов, там циркулярка, потому что дерево приходит обычно доской, либо брусом большим, его нужно раскроить. Это то, что касается, скажем так, пород подешевле. То, что подороже, оно раскраивается на ленточно-пильном станке, чтобы отхода было меньше. Ну, все-таки тут 2,6 мм распил, а там меньше миллиметра. Конечно, существенно. Это металлический ЧПУ, он пока в разобранном состоянии. Полетели гайки, буду переделывать все это дело. Это основной гриндер, новый, еще нигде его не светил, не показывал. Саша Шенгур его собирал. То есть эксклюзив, да, для меня. Это эксклюзив, у него такого станка не было в линейке, это первый из станков. Это просто танк, нету никаких слов, чтобы описать, это просто идеально. Это такая моща, 14 металл везде, кроме рога большого, вертикально-горизонтальный. Пока еще нету на него никаких дополнительных фич, типа колес. Ну, вот в таком состоянии. Вот сам гриндер приехал, я сделал на него только передвижной столик сделал. Потому что вес колоссальный, 130 килограмм станок весит. Очень мощно, очень круто сделано. Лучшие подшипники, которые можно купить за деньги. Дюралюминий каленый везде. Х12МФ сухар 64 единицы стоит. Трехригельный средний ригель, это под плоскошлифовальную насадку будет. Она тоже еще в процессе изготовления. Влагопылезащищенный английский Invertec, это частотник. Очень крутая штука, векторник чистый, не дает потери в мощности для двигателя. Двигатель выбрали наш в силу того, что поддается ремонту. Скажем так, изначально я хотел взять или Лиссон, или Бадер американский, но столкнулись с тем, что, ну, если что-то с ним случается, это, конечно, очень маловероятно, но будут серьезные проблемы. Торцовочный станок используется для первоначального распила Г10, либо карбона, либо Г10. То, что нужно, ну, большой лист приходит, его нужно сначала распилить на небольшие, чтобы хотя бы порезать уже на ленточки.
там где на ленточке ограниченное пространство, пильное, неудобно работать. Сначала режется здесь. Так, ну давайте сначала сюда. Это основной рабочий компрессор. То есть компрессор это, наверное, одно из сердец мастерской. Никогда не задумывался. Достаточно большой компрессор. 150 литров, 220, 2,2 киловатта, хороший, тихий, надежный, рабочий. Угу. Это первый. Вот это один из маленьких рабочих фрезеров. Основная задача это делать плоскости на древесине. То есть две строго параллельные плоскости. Ну и гарды, фрезеровка гард, фрезеровка вилок. Это делается здесь. Так, дальше проходим. Ну, сверлилка это понятное дело. Черная серия по металлу. Ленточный пильный станок по металлу. Здесь краятся все клинки, которые идут, скажем так, не серийные, то что не из листового материала режется, а из полос. И ленточно-пильный уже по материалам рукоят. ЧПУха тоже пока используется как место хранения всего. Не хватает плоскостей в связи с ремонтом в маленькой мастерской. ЧПУшка изначально бралась с производства коробок, 3D рукоятки на серийку. А используется уже абсолютно для всего, незаменимая абсолютно вещь в мастерской. Программа пишется относительно сложно, но зато можно делать повторяемость очень высокая. Каждый продукт выходит высокого качества. Вещь нужная. Стружка отсоса опять-таки закупается пиломатериал, вернее древесина закупается обычно блоками, то есть без стружки отсоса работать невозможно. Практически вся экзотическая древесина, она это сильный аллерген. То есть по-любому защита органов дыхания, отвод стружки необходим просто пыль. Это управляющий блок для ЧПУшки, для металлической. Это основная рабочая зона. То есть тут, в общем-то, все делается, все проектируется, все рисуется. Просто основная рабочая зона. Опять-таки гравировка тут. Сейчас осваиваю гравировку. Не сейчас, уже долго осваиваю, пока не сильно получается. Но тем не менее. Вот что мне лично интересно, вот я вижу микроскоп, можно подетальнее. Это для гравировки. То есть вот пытаюсь, пробую себя. Пневмограверы. Без микроскопа там нечего ловить. А микроскоп чье производство? Микроскоп производства, по-моему, у нас Nikon. Да, Nikon SMZ1. Великолепный микроскоп, надо только под него купить нормальный штатив, потому что так пока оно не очень. Шрабин-кугель небольшой. В общем, такой. Пока это хобби. Точилка хобби. от Виталика. Точилка от Виталия Пелюгина. Незаменимая в хозяйстве вещь. Опять-таки, клины везде, к сожалению, заказов много. Быстро это все дело не делается, это ручная работа. Все начинается с клинка, потом с хранения клинка, пока до него не дойдут руки. В общем, здесь, в этом куточке, проходит вся творческая жизнь. Чтобы вы понимали, вот клины, вот клины, вот еще один. То есть по всей мастерской пачки клинов. Пачки клинков. Я работаю пачками, потому что по одному клинку работать просто нецелесообразно и по финансовым соображениям, по временным. Поэтому приходится работать пачками большими, там по 20-30 штук. И естественно, оно по процессам разбито, поэтому здесь одна пачка, там вторая, там третья, там четвертая. Вот так вот оно все по кругу идет. Канат тоже канат попадает в кадр. Потому что когда занялся своей термообработкой, естественно, главный вопрос это тестировать. То есть твердомера у меня нет, я считаю, что это не самая необходимая вещь в хозяйстве, а тестировать в жизни, в быту его как-то нужно. В смысле термичку, нож. Первое, это что делается, это рез каната. У меня уже есть там свои количества резов, которые необходимы для той или иной стали, уже наработки какие-то личные есть. А потом он уже идет в хозяйство, уже в природу, там, где его и должны использовать. Там уже идет другое тестирование. Опять-таки знакомых уже много, это охотники, рыбаки, это туристы профессиональные, бушкрафтеры те же самые.
Вот это уже люди, которые заканчивают тестирование сталей. Но все начинается с канат. Дальше продвигаемся. Это у нас уже группа поддержки идет. Леша и Коля. Все рабочая зона. Здесь у нас идет, проходят многие процессы. Тут и склейка идет, и грязные работы связаны там с болгаркой, с забиванием пинов, с расклепкой. Импровизированная наковаленка маленькая из рельсы. Вот, все здесь. Тиски он для зажима клинков. Да, тут полируются рукоятки. Здесь конкретно в этом месте очень удобные тесочки. Все поворачивается быстро. Здесь развешено у нас оборудование, в основном связанное с деревообработкой. Внизу стоит один из баферов. Здесь, это не бафер, скорее это шлифовальные пасты, либо скотч-брайты. Это все круги для именно шлифующих. То есть это не полировка, это все шлифовано. Вон там висят колеса сизалевые, здесь смеси, там льняные, хлопчатобумажные. Там приспособы для коробок идут, для четкого реза. Ну и пресса, без прессов, конечно. Ну, самое важное вот в этом месте, я считаю, разного рода маски для защиты органов дыхания, зрения и прочего. Маски, беруши, кепки, то без чего работать маски, тяжело. Или я бы даже сказал, невозможно невозможно, работать. конечно. Главное это здоровье. Тут первое, зачем нужно смотреть, это за здоровьем. Пресса тоже вопрос такой, не знаю, как можно работать без прессов. Это и кальвекс, это и что-то подровнять, что-то посадить. Это необходимая вещь в мастерской, абсолютно необходимая. Запасы стали небольшие, там они в нескольких местах сосредоточены. Здесь в основном идет порошок весь, то, что подороже. Там идет у меня в том углу листовой материал стоит. Там возле Леши, да. Пойду попробую это подснять. Тут у нас 3В и S35В. Черная железка, это просто черная железка. Вот в таких форматах оно все приезжает. Это американский формат 12 на 36 дюймов. Такими пальчиками оно приезжает. А европейская сталь приезжает в формат 1,2 м, но она не попадает ко мне, она сразу идет на раскрой. Наверное, все. Вот то, где я живу, где тружусь. Здесь проходит, в общем-то, большая часть жизни.